В общем, всем привет из магазина Loud Sound. Вот до такого состояния довели магазин Loud Sound в мое отсутствие. Меня не было-то всего полгодика где-то, да, тут особо. И вот что тут происходит? А ну-ка, давайте спецы по ремонту. Скажите, нормально делают? Делают армяне, поэтому если вы армянин, не пишите ничего, я знаю, что вам понравится. Нет, делают очень круто, должно быть, я думаю, все фэн-шуй. Всем привет, это канал Loud Sound, и у нас сегодня долгожданная сборка аудиосистемы, и не просто аудиосистемы, а за 23 тысячи рублей. Я думаю, вы все догадались, почему за 23 тысячи рублей. А если не догадались, спросите у своей девушки, она как раз в этот момент наверняка где-нибудь в торговом центре подбирает вам новенькие носочки. Позвоните ей, скиньте ссылку на это видео и спросите, а почему вот ребята собирают аудиосистему за 23 тысячи рублей. Возможно, она не просто ответит вам на этот вопрос, но вы остановите ее от покупки нахер ненужных вам носков, крема для бритья Nivea, трусов Кальзедония, или как они правильно называются? Есть такая? Или Кальзедония это другое? Интимиссими или интимиссими? Я хуй знаю, как правильно. Короче, с 23 февраля наступающим я вас поздравляю. Что это вообще за праздник, Денчик? Он изначально был Советской армией, по-моему, назывался, да? Короче, вроде как праздник для людей военных, для людей военнообязанных или тех, кто отслужил. Но по факту бухают все представители мужского пола в России, вместе с ними бухают женщины на радостях, что вот в этот праздник почему-то можно отмазаться носочками, да, а на 8 нет, там только на цветы вы потратите половину этой суммы. Кидайте ссылку вашей девушке и говорите, я надеюсь, ты еще не купила мне носки, хватит про носки. Давайте начинать обзор. Мы находимся сейчас в ателье Loud Sound и одновременно в магазине Loud Sound. Почему так произошло, спросите вы, те, кто еще не знает или вдруг не подписан на мой инстаграм. Я там выкладываю частенько новости, хотя вру я, не так уж и часто в последнее время это происходит. Но те, кто подписан на инстаграм, знают, что у нас в магазине Loud Sound сейчас идет очень крутой ремонт. Это будет очень крутой магазин, лучший магазин в России, да? Если не брать Apple Store, но Apple Store пока нет в России, поэтому лучший магазин в России. А магазин перенесли временно в ателье, поэтому ни хрена не работает подсветка здесь, ни хрена не работает подсветка на витринах. Но не потому, что ее сломали, да, при переезде, она просто сама сломалась, и это вот совпало с переездом. Аудиосистему мы собрали для вас сегодня двухполосную с 4-канальником и сабвуфером. Сабвуфер будет играть у нас от 4-канальника мостом, 2 других канала будут пущены на среднечастотники, и твиттеры будут играть у нас от головного устройства. Таким образом у нас получилось уместиться в очень, на мой взгляд, доступный бюджет в 23 тысячи. Очень доступная аудиосистема. Опять же, скидывайте вашей девушке. Возможно, она еще не купила вам опять эти носки. Бритву. Nivea крем. Она сейчас скажет, Nivea проплатила, да? Нет, Nivea не платила нам бабки. Нам бабки заплатил Пионер. Это что? Выбрали мы Пионер сегодня, потому что эта магнитола как раз удовлетворяет всем запросам нашей аудиосистемы. У нее есть 2 пары межблочных выходов, она читает флаг, работает с андроидом и с айфоном. Есть возможность управления с руля. Если вы не знаете, что такое с руль, почитайте на упаковке. Интерфейс для с руля нужно покупать отдельно, его в комплекте нет. Но тут все для этого подготовлено. Кроме того, вот если мы взглянем на упаковку, нам сообщают о том, что есть бас-буст. Представляешь? Кроме всего прочего, он поддерживает работу с приложением Pioneer ARC с мобильного устройства. Вы можете менять треки, можете делать настройки. Естественно, есть AUX, есть чтение с USB флешки. При более чем адекватной цене эта магнитола удовлетворяет практически всем требованиям сейчас к магнитоле однодиновой на рынке. Далее твиттеры. Твиттеры мы выбрали по той же причине, что и магнитолу. Они отвечают абсолютно всем требованиям громкой и качественной аудиосистемы сейчас на рынке, а под расчет нету. Имеют сменные комплекты. То есть, если вы спалите одну пищалку, то попадете на 250 рублей. Если спалите 2 пищалки, попадете на 500 рублей.
за тонировку прям, да? Твиттеры достаточно небольшие, однако требуют проставочных колец, либо определенных подиумов, либо можно их вот вхуярить. Очень часто я видел, как Renault Logan, да, вставляют в воздуховоды. Они играют очень громко, достаточно качественно для вот такого рода твиттеров. В принципе, достаточно универсальные, можно их настроить на качество, до 5, например, порезать, сделать негромко и эквалайзером подстроить, но при этом будет риск их спалить. Если же вы хотите влить в них больше, режьте их на 8 кГц, вливайте побольше и будет звук гораздо громче, но в ограниченном частотном диапазоне. Чем подпереть твиттеры снизу? Система у нас сегодня бюджетная, простая в установке, поэтому выбрали мы среднечастотники. Они же будут в этой системе мидбасами. Разница заключается в чем? Если вы хотите использовать среднечастотник как мидбас в более широком диапазоне, вы будете ограничены в громкости. Режьте пониже, получайте больше диапазон. Если захотите громче, режьте повыше. Показатель HPF, кто не знает, на усилителе, либо на магнитоле. И чем выше вы их срезаете, тем больше громкости можете в них вливать. Но при этом будет ощутимо тише играть сам мидбас, то есть нижние частоты. Среднечастотники мы выбрали сегодня Loud Sound LS60 от бабки. Это ж мои. Маленькие, но тяжелые. Младшие собратья LS65, так сильно нашумевших. LS65, уже не побоюсь этого слова. Я и раньше этого не боялся, но сейчас это подтверждено очень многими людьми, которые приобрели эти динамики или протестировали эти динамики. Это действительно сейчас самые громкие и качественно играющие динамики на рынке. Эти динамики LS60, это их младшие собратья. Больше, чем в 2 раза дешевле, стоят они 3500. Отлично воспроизводят средний диапазон, имеют ровненькое звучание, стандартный типа размер 16,5 сантиметров. И вот если не грубить с громкостью, можно использовать их в принципе в двухполосной системе. Будут они доигрывать до 100, до 80 Гц. Теперь нам надо это все усилить. Ну, твиттеры, как я уже сказал, у нас будут усилены с выходов передних магнитолы. И если твиттерам хватает мощности, которую может предложить магнитола, то среднечастотникам надо явно больше. И с этой задачей у нас отлично справится усилитель Lexus Kix RX 4.120 AB класса. А бабки где? Ты на карту кинешь? Да, 961. Компания Kix известна своей любовью к первобытным животным, к гориллам, к динозаврам. Это тираннозавр, по-моему. Также они очень любят злых муравьев, сросшихся телок. Злые муравьи, сросшиеся телки, динозавры и гориллы предлагает нам компания Kix. В данном случае у нас динозавр. 2 канала этого усилителя мы пустим мостом на наш сабвуфер. Заявка работы в мосту здесь есть. Однако это усилитель класса AB, он будет отдавать достаточно хорошее тепло. Поэтому я рекомендую устанавливать его в места, где он будет хорошенько дышать и охлаждаться, не ставить под сиденье, ничем не накрывать. То есть радиатор этого усилителя нужно быть всегда на воздухе, поэтому будьте аккуратны с усилителями АБ класса, они будут отрабатывать, будут исправно уходить в защиту по температуре, то есть ничего страшного в этом нет. Ну, вы замучаетесь их выводить из защиты, охлаждать, если они у вас будут хреново спрятаны. Также пример хренового расположения усилителя – это в нетонированной машине, когда прямые солнечные лучи будут попадать на радиатор, это вообще будет кипятильник, и усилитель будет защищаться через там уже 10 минут работы. Поэтому тонируемся наглухо, пацаны, усилитель на заднюю спинку, сабом не припирайте его и кондерчик на всю включайте. У вас же есть кондерчик уже в машине? Сейчас начнут писать, выебывается опять своим Мерседесом, что у тебя есть кондиционер. У меня, ребята, я не буду выебываться такими вещами, потому что у меня двухзонный климат-контроль. Теперь сам буфер. Сейчас уже многие эксперты пошли писать, вот ты не знаешь, как правильно произносится, правильно саундбуфер. Я знаю, что саундбуфер правильно. Децибел, Патриот, Ураган, Победа, Ультиматум, Молот. Это все названия сабвуферов Урал. Человек, который придумывает название сабвуфером Урал в компании Урал, явно является гением, потому что круче название придумать просто невозможно. И сегодня у нас по тем же причинам, что и все предыдущие компоненты, мы выбрали сабвуфер Молот, просто Молот, да? Такой супергеройский у нас сегодня сабвуфер с очень внушительным магнитом,
который помещается в кулак и ни хера не весит. Но стоит он 3500 и без проблем, да, вообще их не возвращали, никаких проблем. Действительно, хороший сабвуфер, судя по отзывам и судя по отсутствию возвратов, есть у него какие-то технологические странности. Я сразу обратил внимание на подводящие, которые расположены неровно, а расположены, смещены ближе к чему? К одной из половин, которые расположены не вертикально, а смещены к одному из полушарию, что сказать, которые размещены не вертикально. Таким образом, ну вот в Китае, где это заказывают, когда это заказывают, эти вещи должны обсуждаться. В принципе, ничего страшного в этом нет. На работу это влиять вряд ли как-то будет. Но когда вы уже вот разрабатываете какую-то вещь, учитывайте даже мелочи. Вот в SQ, когда делают динамик 16,5 сантиметров с одной парой терминалов, там очень часто проводят другую пару подводящих с другой стороны шайбы, не настоящих, они не подводятся к терминалу, чтобы уравновесить шайбу, чтобы ход был максимально линейным. Здесь же мы видим, что у нас при таком смещении одна из сторон шайбы сильнее утяжелена, что может привести теоретически, опять же, к небольшому смещению. Я уверен, на практике этого нет. Однако видим в стиле Урала красивую красную строчку, достаточно качественно сделано все остальное, обычная штампованная корзина. Ничего необычного в сабвуфере нет, опять же, исходя из опыта, решили выбрать именно его. Это что? Вы бедная русская компания, конечно. Хер, когда от Урала что дождешься. На, шайбы нормально сделайте. Короб для сабвуфера нам также понадобится. К сожалению, за него я сегодня не получу денег от спонсоров, в смысле от вас, потому что мы вам его сегодня подарим. Причем и такой с фазиком, да, подарим по выбору. Подарим вам короб к этой аудиосистеме. Ну что 23 февраля, девочка, скорее всего, вам уже принесла носки, говорит, деньги все я уже потратила. Придется тратить свои деньги. Поэтому, пацаны, вам мы подарим короб при заказе этой аудиосистемы. Если вы хотите более ровную полку и у вас мало места в багажнике, либо фазоинвертор. Если вы хотите погромче, все выберут фазоинвертор, да? За короб не проплачено ни спонсорами, ни вами. Поэтому налетай, не скупись, покупай, дай. Раз. Нихуя себя слышишь? Вот так вот крикни. Там громко. Итак, аудиосистема практически готова. Нам остается выбрать межблочники, акустический кабель, силовой кабель, наконечники и предохранитель. Силовой кабель PV3, наш любимый, дубовый и херовый в монтаже. Однако по качеству меди, по свойствам проводимости ничем не уступающий дорогим кабелям в силиконовой оплетке. Ну, возможно, окисляться будет, но это как бы ничего страшного. Главное, не берите никогда алюминий на силу. На акустику также алюминий не рекомендую брать, хоть это и меньше вреда принесет, но потрахает мозг знатно уже через год инсталляции, скорее всего. Кабель акустический мы выбрали медный, сечением 2 по 1,5. Бренд Machete от компании Alphard Group. Держатель предохранителя Kix, его же еще называют колбой. Сам предохранитель на 100 ампер. Наконечники для крепления плюсового кабеля под капотом и минусового сзади кузову. Именно таким образом мы сегодня посчитали для вас питание. Его вполне хватит на один 4-канальный усилитель. То есть мы кидаем 5-6 метров, у вас должно уйти из-под капота в багажник. И еще там 1-1,2 метра довести его до массы на кузове. Можно кидать под болт крепления ремня безопасности внизу под задним сиденьем, можно еще где-то найти. Главное, хорошо зачистить это место, хорошо притяните, чтобы у вас нигде не люфтило ни в коем случае, потому что люфтящий кабель может искрить. Любая плохая масса может привести к возгораниям, к просто плохой работе, к просадкам. Поэтому очень качественно всегда затягивайте все болты и зажимайте всегда очень хорошо кабель в наконечник. Желательно это делать гидравлическим прессом, но, как я уже не раз говорил, если у вас нет гидравлического пресса, вы можете очень сильно уебать молотком. Межблочные кабели, они же сигнальный кабель, они же тюльпаны. Это, собственно, кабель, который должен передавать сигнал с магнитолы на усилитель. Именно тот сигнал, который усилитель должен усиливать. Также в подарок у нас ароматизатор в виде сабвуфера. С каким запахом? Яблоко. И брелок Loud Sound, вот такой вот крутой, с басиком.
надписью Loud Sound с обратной стороны. Мы вам дарим наклейку, вонючку, брелок и короб. Мы лучше вашей девушки, по-любому, которая подарила. Если только девушка не подарила вам все это. Вот если девушка подарила вам все это, скиньте нам в комментариях, напишите. Я вот лично напишу, что у вас самая лучшая девушка на свете. Только номер заказа прикрепите, потому что сейчас там все, да, понапишут, чтобы Саша лайк, не коммент. Зачем вам лайки на комментах? Вот объясните мне, вот что это дает. Еще раз искренне поздравляю всех, кто служит сейчас в вооруженных силах Российской Федерации, или участвовал в боевых действиях, или служил. В общем, поздравляю всех тех, кто действительно является сейчас, или потенциально является защитником Отечества. Пишите ваши комментарии с вашим мнением обязательно, только, пожалуйста, пусть это будет культурный комментарий. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, если вдруг по какой-то причине вы еще не подписаны. И всем пока, живите громко. А Денчик уже домой хочет, да? Ты насколько задержался? Покажи, что за котлы. Как у Клишаса или... А ну-ка. Это что? Показывать их или нет? Да нахуя? В смысле? Реплика или что это? Нет. А? Или это из Диснейленда вот эти, там, с Микки Маусом? Посмотрите, что у нас за бардак. Это задумывалось как VIP-ателье. Ну, оно так и задумывается. Но у нас сейчас пока ремонт. А там открыто сзади, Денчик? Проведем страшную ночную экскурсию. Кто спрашивает, где видео, где там движение? Скоро все будет. Сейчас у нас небольшой ремонт. А кто написал тут вход? В чем смысл? Это для кого написали? Для армяне, что ли? А что, они не разбирают? Они типа пошли в туалет, да, обратно. Вот, видишь, выхода нет. А, по-армянски написали, молодцы. Короб сегодня, за него бабок я не получу. Да блядский микрофон же, сука. Да, ребят, я знаю, что вы соскучились, я по вам тоже. Будем возвращаться сейчас чуть-чуть, отмерзать. Вот эти ремонты все позаканчиваются. Я надеюсь, будем видеться с вами гораздо чаще. На которую мы сегодня соберем аудиосистему. Поэтому, блядь.